Здравствуйте! Сегодня мы разберем грамматику шестого урока Минна на Нихонго первой части. Итак, существительное «о», глагол, переходной глагол. Что такое частица «о»? Частица «о» является частью всего предложения, и она никогда не является частью слова. То есть слов с этим слогом в японской письменности не существует. Она всегда является именно указательной единицей в самом предложении. Что же она делает? Она указывает на предмет, который стоит перед ней, на предмет, над которым совершается действие. Если посмотрите, у нас есть конструкция существительное и глагол, а между ними частица «о». По логике вещей мы бы додумались, что глагол что-то делает с существительным, а это может быть объект, субъект, предмет, который стоит перед ним. В этом случае частица «о» является его указателем. На русский язык она бы отвечала винительному падежу и, соответственно, отвечала бы на вопросы «кого что?». Например, «ем яблоко». Яблоко что? Ем. Или ем что? Яблоко. Отвечает на вопрос «кого» или «что?». Где еще мы можем увидеть частицу «о»? Частицу «о» мы еще используем тогда, когда мы говорим о движении через любое пространство или по пространству. Что я имею в виду? Например, лететь по небу. Небо – пространство. Сора – лететь, табимас – это глагол. Между ними будет стоять частица «о». Мы можем построить, допустим, самое простое предложение. Ваташи ва хикоки де сорао тобимас, что будет означать «я самолетом по небу летаю». Или, например, идти по улице. То есть мы идем в каком-то пространстве, которое является улицей. Минчи о арукимас. Идти пешком по улице. Мы также можем строить сложные предложения, если будем добавлять, допустим, например, идти с собакой по улице, да? Ваташи ва ину то мичио арукимас. То есть я с собакой иду по улице. Что еще? Где еще мы можем использовать частицу «о»? Частицу «о» всегда используют тогда, когда говорят об удалении из какого-либо места. Что это значит? Например, вы выходите из какого-либо помещения, с магазина, с университета, с класса, из дому. В этом случае всегда вы после существительного, который обозначает место, будете ставить частицу «о». Например, выйти из дома. Ио демас. Демас – выйти, покинуть – это глагол. Или, например, когда вы заканчиваете какое-либо учебное заведение. Вы закончили университет, школу или из садика вышли. В этом случае вы также будете после названия места, учреждения ставить частицу «о». Например, окончить школу. Гакко соцугё шимас. Или если вы работу закончили в какой-либо компании, в этом случае вы также будете после названия компании или своей работы ставить частицу «о». Итак, с «о» мы разобрались. Что такое глаголы? Особенно, когда мы читаем переходной, для нас это встает неким блоком. Потому что в русском языке мы также используем переходные и непереходные глаголы, но мы никогда об этом не задумываемся. Для нас это, как носители языка, является обыденной вещью, но для человека, который бы учил новый язык, это становилось бы проблемой. Давайте будем разбираться постепенно.
Когда мы слышим переходной глагол, мы сразу понимаем, что есть еще и непереходной глагол. Переходной глагол в японском языке называется тадоши, а непереходные глаголы называются джидоши. Когда мы говорим о переходном глаголе, мы всегда подразумеваем, что есть три важных компонента предложений. Во-первых, есть деятель, то есть я или там, допустим, моя мама, она деятель. Второе, есть объект, который будет выделяться частицей О. И третий компонент – это, собственно, глагол, действие. В этом комплексе, в этой конструкции всегда мы либо являемся участниками действия, либо его свидетелями. Например, я разрежу арбуз. Ваташи ва суйка о киримас. Суйка арбуз, резать киримас. В этом случае глагол является у нас переходным. Почему? Потому что на него оказывает давление. И этим давлением являюсь я. Мое усилие приводит к тому, что арбуз будет разрезан. Также я могу быть свидетелем того, что посторонний человек, но в моем периметре моего видения делает какое-либо действие. Это раз. Или, допустим, мне могут сказать, что какой-то человек сделал какое-либо действие. Это тоже относится к категории глаголов, которых мы будем использовать как переходные, потому что они будут всегда идти в комплексе существительное «о» и переходной глагол. К непереходным глаголам мы бы относили ситуации, когда мы не оказываем никакого действия. Например, если бы мы зашли, как в случае с арбузом, зашли бы на кухню, и арбуз был бы уже разрезан, или бы, не дай бог, мы зашли бы на кухню, а нож сам по себе режет арбуз, вот эта ситуация была бы мистерией, но мы бы ее описывали, используя непереходной глагол. Наверное, проще было бы представить, когда говорят, допустим, я дверь открыл, или дверь открылась. Вот когда ситуацию объясняют, как дверь открылась, в этом случае используют непереходной глагол. Или, допустим, представим такую ситуацию. Вы выходите из квартиры, закрываете на ключ, идете к лифту. Для того, чтобы поднять лифт на 3-й этаж, что вы делаете? Вы нажимаете на кнопку. То есть ваше прямое действие нажатия на кнопку приводит к тому, что лифт поднялся. У вас, если вы будете строить сложное предложение, будет два глагола. Один нажать на кнопку, а второй во второй половине предложения будет лифт поднялся. И этот лифт вы будете описывать переходным глаголом, потому что на него оказали фактически вы свое действие, заставили его подняться. Звучать это будет примерно так. Ботан о оште, эребета о, санкай ни, агимашта. В этом случае агимас, глагол поднимать, является переходным. Так же, как и ошимас, нажать на кнопку, глагол является переходным. Так как у нас предложение сложное, идет небольшая трансформация глагола в середине предложения, а именно глагола нажать. Он переходит в Т-форму. Но эту форму мы будем изучать в других уроках. И второй вариант, когда у вас, например, вы закрыли квартиру и подошли к лифту и слышите, что лифт издает звук. Лифт поднимается, он в движении. То есть фактически вы ничего не делали. И не факт, что на 3-й этаж
ваш лифт поднимется и остановится возле вас. Он может подняться и дальше. Но вот этот процесс поднятия лифта вы будете описывать, используя непереходной глагол. Например, лифт поднялся на 3-й этаж. Ребята ва, как акцент темы. Санкай ни агаримашта. И вот глагол агаримас является непереходным. Или можно просто сказать ребята га агаримашта. Лифт поднялся. Часто в предложениях, когда вы будете читать, вы можете для себя, чтобы отличать, где есть глагол переходной, а где есть непереходной, обращать внимание на частицы. Так в переходном глаголе почти всегда, наверное, 100% будет у вас стоять частица «о», а в непереходном глаголе будет стоять частица «га». Это раз. Второе. Вы можете спросить, а как нам вообще отличать, какие глаголы являются переходными, какие непереходные. Давайте посмотрим на небольшой пример. Да? Закрывать глагол имеет две версии. Первое, закрывать, когда я закрываю и когда что-то закрылось. Шимеру, шимеру – это словарная форма, или же шимемас – вежливая форма. Если у вас находится словарь, то в словаре вы увидите, что глаголы с окончанием «эру» они будут относиться наиболее чаще к переходным глаголам. А вот непереходной глагол, он и звучать будет иначе. Вместо шимеру или шимемас он будет звучать как шимару или шимаримас. Соответственно, его окончание в словарной форме будет звучать не эру, а ару. Это еще одна небольшая подсказка. Конечно, такие окончания не являются стопроцентной гарантией вам сказать, что перед вами переходной или непереходной глагол. Но они для вас в какой-то мере являются подсказкой. Непереходных глаголов в японском языке не очень много. Они не дублируют каждый глагол, который есть в японском языке. Но самое распространенное вам все же придется учить. Так как сама тема непереходных глаголов – это тема других уроков, мы еще когда-то вернемся к этой теме. Для вас же важно обратить внимание, что само произношение при наличии одного и того же иероглифа может отличаться. Так, например, выключить свет, да, кэшимас, или же, допустим, погас свет, или же выключился свет сам по себе, уже будет непереходной глагол керу, если это словарная форма, или же керимас, как вежливая. Или, например, еще примеры непереходных глаголов. Переходной глагол. Глагол, который мы используем, например, чтобы сказать «вставить карту в банкомат». Глагол «иреру», если в словарной форме, или же «иремас» в вежливой форме. Он является переходным. И его братом непереходного глагола будет «хайру», если словарная форма, и «хайримас», если это вежливая форма. В этом случае предложение будет звучать как «карточка входит сама по себе в банкомат», то есть вы туда ничего не делали. Как я уже сказала, некоторые окончания в словарной форме будут для вас подсказкой. Например, в основном все окончания, которые заканчиваются на «су», в словарной форме глаголы, или же «асу» или «эру», они относятся к переходным глаголам. К
непереходным относятся глаголы, которые заканчиваются на ру, иру, ару, или же у, или, допустим, эру, но здесь имеется в виду глагол деру, или же выходить, или вышло, от глагола демас. Нужно еще заметить, что некоторые глаголы, они могут и непереходные использоваться в определенных конструкциях. Так, например, конструкция теймас, которую вы будете учить, она чаще использует непереходной глагол, а теаримас чаще использует переходные глаголы. Но это сегодня не наша тема, поэтому очень долго на этой теме мы не будем засиживаться. Итак, вернемся к нашей теме. Существительное «о» и глагол. Давайте рассмотрим несколько примеров. Например, пить воду. Мизуо номимас. Или, например, Мария в супермаркете хлеб и овощи купила. Мария ва супа де в супермаркете. Панто ясай о каймашта. Она сделала что? Купила. Купила что конкретно? Хлеб и овощи. Панто ясай. Или, допустим, он вчера писал письмо. Карева кино тегамио какимашта. Прямое действие идет на письмо. Письмо что делали? Писали. Или, например, курить сигареты. Табако суймас. Или завтрак кушать. Асагохано табемас. Для того, чтобы задать вопрос, мы используем опять же вопросительное слово нан или нани. Добавляем к нему частицу о, и образуется у нас новое вопросительное слово нанио. После мы добавляем глагол. Например, что кушаешь? Нанио табемаска. Или можно сказать в прошлом времени. Нанио табемаштака. Ответом может быть что угодно. Например, я ничего не ем. Нанимо табемасен. Или торт ем. Кекио табемас. Или, например, вы можете задать вопрос. Мария ва киноно йору нанио кикимаштака. Мария, что ты вчера вечером слушала? Мария ва киноно йору нанио кикимаштака. Она вам может, допустим, ответить, слушала музыку. Онгаку о кикимашта. Глагол шимас. На русский язык вы бы его переводили как делать. Но помимо этого у него есть и другие переводы, такие как заниматься чем-то, проводить что-либо и играть. По факту глагол, присоединяясь к существительному, является его прямым дополнением. То есть он обозначает реализацию какого-либо действия. С чем наиболее чаще вы можете встречать глагол шимас? Например, почти всегда с существительными, которые отвечают за спорт или игру. Если вы переводили бы на русский язык, вы бы сказали, допустим, играть в футбол, играть в теннис, играть в баскетбол, или же играть в компьютерную игру. В этом случае вы бы к существительному футбол, теннис или баскетбол присоединили бы глагол шимас. Но есть и второй вариант, когда мы можем переводить подобное сочетание вида спорта с глаголом шимас как заниматься чем-то. То есть заниматься теннисом, заниматься футболом, заниматься спортом вообще. Но вряд ли можем сказать по поводу компьютерных игр. Там уже будем переводить на русский язык, как играть в компьютерную игру. Компьютер гемо шимас.
Также глагол «шимас» используется с различными мероприятиями или же совещаниями. В этом случае оно будет переводиться как «проводить что-либо», то есть проводить совещание, проводить вечеринку, допустим, проводить концерт, устраивать фестиваль, например. В этом случае глагол «шимас» переводится иначе. И есть третий вариант, когда сам по себе глагол переводится как «есть», «делать». Например, «делать домашнюю работу» «шикудай о шимас». Или же просто делать работу «шигото о шимас». Или, например, делать уборку «соджики о шимас». Вопросительным словом здесь также выступает вопрос «нанио». То есть, присоединяя «нанио шимаска», мы задаем вопрос «что делаешь?» Или, например, в прошлом времени «нанио шимаштака» «что делал?». Например, на выходные что делал? «Ясумихива нанио шимаштака». Вам могут ответить. С другом встречался. Томодачи ни аймашта. Например, в пятницу что делаешь? Киньёби ва нанио шимаска. Вам могут ответить. Я с семьей в Киото поеду. Ваташи ва казуку то киотоэ икимас. Или, например, после работы что делаешь? Шигото но ато ва нанио шимаска. Шигото но ато ва после работы. Нанио шимаска. Что делаешь? Вы можете ответить, допустим, в ресторане ужинаю или в ресторане ужин поем. Ресторан де юшиоку о табемас. Или, например, бангохану табемас. Иеде бангохану табемас. Дома поужинаю. Следующая тема – разница между нани и нан. На протяжении предыдущих уроков вы обратили внимание, что когда к иероглифу «что» или «как» мы присоединяем различные частицы, то мало того, что оно образует большое количество различных вопросительных слов, но и также произносится по-разному. В некоторых читается как «нанде» или «нан», а в других как «нани». Как нам отличать, в каких случаях нам можно использовать слово и произносить как «нан», а в каких как «нани». Итак, если у вас слово, последующее после вопроса, начинается с слов строки «та», «да» или «на», в этом случае вы произносите вопросительное слово как «нан». Например, «нандеска». «Сорева нандеска». Что это такое? Или, например, вопросительное слово «нанде», как отдельное вопросительное слово, означающее «почему». Например, «почему в Лондон едете?» «Нанде Лондон экимаска». Здесь слог «де», который идет после «нан», он относится к строке «да». Или, допустим, «нанно хондеска». О чем книга? Здесь после вопроса «нан» стоит «но», который относится к строке «на». То есть «нанно хондеска», о чем книга. Или, допустим, «нанто имаска». Нужно еще заметить, что есть небольшое исключение. И таким исключением является слово «наниде», которое мы использовали, когда говорили о способе действия. Да? Чем приехал? Поездом приехал. Денша де кимашта. Нани де кимашта. Чем приехал? В этом случае произносится данное вопросительное слово не как «нанде», а как «наниде». В каких случаях еще считается как «нан»? Например, со всеми счетными суффиксами.
Например, когда мы говорим о возрасте нансай desu ka, о количестве лет наннен, или, допустим, сколько месяцев нангацу, или сколько машин нандай. Все счетные суффиксы в основном будут читаться как нан. В других же случаях будет произноситься, во всех остальных случаях будет произноситься как нани. Нужно заметить, что и женщины чаще используют слова с произношением не нан, а нани. Ну, наверное, самым распространенным вопросом или фразой является нани ошимаска, что делаешь, типа вообще, что делаешь, или нани оштеимаска, что делаешь сейчас, или, допустим, нани окаймаштака, что ты купил. Но помимо нани о и частицы о есть еще и частица мо. В этом случае она также позволяет нам произносить вопросительное слово или просто слово «ничего», как «наниму». Или, например, на каком языке вы говорите «наниго». В этом случае мы тоже произносим не «нанго», а «наниго». И в ситуациях, когда мы говорим о цвете, да, какой цвет, «нани-иру», мы также произносим как «нани-иру». И есть еще такие слова, как что-нибудь, наника. В этом случае мы также произносим слово как наника. В прошлом уроке мы разбирали частицу «э». В том случае мы говорили о том, что, используя существительные «э» плюс икимас, кимас и кайримас, мы указывали направление. По сути, было действие, связанное с движением. Но в ситуациях, когда мы видим действие в определенном месте или делаем какое-либо действие в определенном месте, мы используем не частицу «э», мы используем частицу «д». И в этом случае место мы выделяем частицей «д» и добавляем глагол. Например, мы хотим сказать «в ресторане кушать». По факту мы совершаем какое-то активное действие, а именно поедание еды в определенном месте в ресторане. То есть ресторан является местом нашего действия. И звучать предложение будет следующим образом. Ресторан де табемас. Или, например, купил алкоголь в магазине. Мисе де сакео каймашта. В магазине мисе де сакео каймашта. Или, допустим, сделал фото в саду. Местом действия является сад. Что мы делаем там? Мы делаем фотографии. Нива де шашину торимашта. Нива де шашин о торимашта. Чтобы задать вопрос, где что-либо происходило или происходило какое-либо действие, мы задаем вопрос следующим образом. Мы к слову «где», «доко» добавляем частицу «д», и у нас образуется новое вопросительное слово «доко де». Например, где с другом встретился? «Доко де томадачи ни аймаштака». Вам могут ответить: на вокзале встретил. Эки де аймашта. Или на примере полного ответа: на вокзале с другом встретился. Эки де томодачи ни аймашта. Таким образом, существительное, которым вы выделяете какое-либо место и добавляете частицу «д», вы всегда будете указывать, что это какая-то арена действий. А если бы вы указывали место и «э», добавляли частицу, в этом случае вы указывали бы на направление движения куда-то. То есть вы идете в направлении куда-то. Следующая тема – глагол масенко.
она образуется следующим образом. Когда глагол в мас-форме, мы отсекаем окончание мас и вместо нее заменяем масенко. В таком случае глагол у нас становится в отрицательной форме и одновременно становится вопросом. На русский эквивалент вы бы переводили «не сделать ли что-либо». Например, на этой неделе нам вместе в ресторан не пойти ли? Конщу еще не ресторан икимасенка. На этой неделе нам вместе в ресторан не пойти ли? Или, допустим, не поиграть ли нам вместе в теннис? Еще не теннису шимасенка. Еще не теннису шимасенка. Или, допустим, я всегда покупаю мясо. Сегодня не купить ли нам рыбу? Ицуму нику каймас. Кё ва сакана о каймасенка? Ицуму нику каймас. Кё ва сакана о каймасенка? Сегодня не купить ли нам рыбу? И десне. Было бы хорошо. Следующая тема. Глагол мощо. На русский язык мы бы переводили его «давайте что-либо сделаем». Образуется оно следующим образом. Мас окончания мы отсекаем и вместо него ставим мощо. Когда мы его используем? Например, тогда, когда нам задают вопрос, как в предыдущей теме, а не сделать ли нам что-то. И как вариант ответа мы можем использовать форму глагола «мощо». То есть «а давай», «давайте сходим». Например, на вопрос «не купить ли нам рыбу сегодня?» «Кёва сакана о каймасенка» мы можем ответить «хай каймашо». Да, давай купим. Давайте рассмотрим еще другие примеры. Например, когда мы хотим сказать «давай немножко отдохнем». Немного переводится как «чотто». И добавляем измененную форму глагола «отдыхать». «Чотто ясумимашо». Давай немного отдохнем. Или, например, давайте в суширос пойдем, в суши-ресторан. Сушироэ икимашо. Давайте пойдем в суширо. Или, допустим, давайте с друзьями увидимся. Или с другом увидимся. Томодачи ни аймашо. Давай с друзьями увидимся. Следующая тема. Когда я посмотрела на эту сноску, тему «К», мне невольно вспомнилась моя подруга-соседка. Всегда, когда мы с ней возвращались из школы, и я разговаривала, рассказывала какое-либо действие, она всегда последнее слово мое повторяла, и повторяла его в вопросительном варианте. И вот в данном случае вопрос, предложение, которое заканчивается на «к», для нас несет как бы одновременно и вопрос, и подтверждение того, что человек получил какую-то либо информацию. Так, например, мы можем строить предложение. В воскресенье у меня день рождения, вы можете сказать, да? Ничьёби ваташи но танджёби дес. Человек, который стоит с вами, он, например, первый раз слышит, и он, что воскресенье – это хорошо. Ничьёби деска и десне. Эмоциональный отклик здесь стоит как бы, что действительно воскресенье, и как бы и вопрос, и подтверждение, и то, что он услышал новую информацию. Или, например, на следующем поезде еду. Цугино денща дейкимас. Вы идете со своим знакомым другом, дошли до платформы, подъезжает ваш поезд.
и вы так заговорились, что ваш друг, когда услышал эту фразу, говорит: на следующем поезде, вот оно как. Цугино денща деска, со деска. Цугино денща деска, со деска. В принципе, тему сегодняшнего урока мы разобрали, но я в который раз хочу немного занять вашего времени. А именно разобрать некоторые новые слова, которые вы изучили сегодня или уже ознакомились с ними раньше в вашем словаре. А именно «суре-кара». На японский язык оно переводится как «после этого». По факту выражает перечисление событий по порядку. И когда вы строите сложное предложение, допустим, два отдельных предложения, и в одном идет одно событие, которое плавно переходит в другое. И в таких случаях для того, чтобы создать контраст, например, сказать, что-то сделал одно, после этого делал другое, мы используем такое слово, как «суре-кара». Если буквально переводить, то «суре» означает «это», «кара» – «от» или «с». И дословно было бы на русский язык как «от этого». Но мы по своей природе все равно будем подобное слово трансформировать для большего удобства восприятия. И поэтому для нас оно будет звучать как «после этого». Не «от этого», а «после этого». Очень часто вы можете его услышать и в разговорной речи, но в сокращенном варианте. Оно может сокращаться до слова «сонде». И еще может в некоторых случаях переводиться как «а еще». Например, вы в магазине покупаете хлеб, а потом надумали покупать еще какой-то продукт. И вы строите предложение: «Дайте хлеб, пожалуйста, а еще молоко тоже дайте». Да? Пано кудасай, суре-кара, гюню мо кудасай. Пано кудасай, суре-кара, гюню мо кудасай. Давайте еще рассмотрим примеры, где мы можем перечислять события по порядку. Например, Мария съела ужин, после этого фильм посмотрела. Мария ва банкохану табемашта, суре-кара айгао мимашта. Мария ва бангохану табемашта, суре-кара, после этого эйгао мимашта, фильм посмотрела. Или, например, я встретил друзей на станции или друга, после этого в футбол поиграли. Ваташи ва эки де томодачи ни аймашта, суре-кара сакао шимашта. Суре-кара сакао шимашта. Сейчас кофе купил, после этого что будешь делать? Имакухи о каймашта, суре-кара нани ошимаска. Суре-кара нани ошимаска. Также мы увидели новые слова, такие как токи-доки, иногда. Мы можем, допустим, сказать: я иногда хожу в парк. Ваташи ва токи-токи коэнэ экимас. Это слово чаще стоит перед существительным, но в принципе оно не имеет строгой привязки к какой-то последовательности. Или, например, мы можем сказать: Мария иногда курит табак. Мария ва токи-доки табако осуимас. Или, допустим, мы видели новое слово «всегда» – ицуму. Какие мы можем строить предложения? Ну, например, мы можем сказать: господин Мира всегда в 8 часов приходит на работу. Мира-сан ва ицуму хачиджи ни шигото э кимас. Или, допустим, банк всегда работает с понедельника по пятницу. Гинко ва ицуму гетсуёби кара киньёби маде хатаракимас. Гинко ва ицуму гетсуёби кара киньёби маде хатаракимас. В этом случае ицуму чаще ставится перед существительным, где-то в середине предложения.
Ну и еще мы видели такое слово, как, или фразу «джа». На русский язык она может переводиться «ну тогда», «ну ладно». Например, самая распространенная фраза «джа мата ашта» или, допустим, «ну тогда до завтра». И мы еще видели такие слова, как «чотто». На русский язык он переводится как «немного», и это слово довольно часто используется. Например, в ситуациях, когда мы хотим сказать «немножко устал». Да? Он немного устал. Карева чотто цкаремашта. Или там дедушка немного устал. Чотто цкаремашта. Оджи-сан. Мы также видели слово как еще не, и уже в примерах мы его рассматривали, когда говорили о глаголе в форме масенка конструкции. Например, мы можем также его использовать в ситуациях, когда хотим сказать, допустим, вместе куда пойдем, да, еще не до коэки маска. То есть слово довольно распространено, и поэтому всегда старайтесь их использовать. Помимо этого, я бы хотела еще разобрать правильный счет одежды. Новый суффикс подсчета одежды. Итак, как посчитать, допустим, одну вещь, которую мы на себя одеваем? Итак, допустим, на примере куртки. Одна куртка. Ичаку. 2. Ничаку. 3. Санчаку. 4. Йончаку. 5. Гочаку. 6. Рокучаку. 7. Наначаку. 8. Хачаку. 9. Кючаку. 10. Джучаку или джичаку. Вопросительным словом является нанчаку. Сколько одежды, сколько штук нам нужно купить или принести. Например, вчера сколько пальт купили? Кото ва кино нанчаку каймаштака. Я бы хотела обратить внимание на то, с какими видами одежды мы используем этот счетный суффикс, так как разновидностей одежды большое количество. И мы, наверное, уже слышали, что некоторые вообще считаются иначе и имеют совершенно другой счетный суффикс. Так вот, счетный суффикс чаку мы чаще используем, во-первых, когда говорим о костюмах. Во-вторых, когда говорим о верхней одежде, это куртки, пальто, плащи. Второе. Третье. Когда мы говорим о платьях, платья, кимоно. И четвертое, когда мы говорим о школьной форме и рабочей форме. Такие вещи, как футболки, рубашки, свитера, юбки, брюки, мы используем другой счетный суффикс «май». Его вы немножко позже будете учить. Такие вещи, как носки, головные уборы, различные аксессуары, там сережки, там часы, ремни, галстуки, их не считают с суффиксом чаку. Каждый из них имеет совершенно другой свой собственный счетный суффикс. Это, конечно, создает проблему, потому что приходится заучивать большое количество различных счетных суффиксов, и между ними очень часто совершать ошибки. Но, я думаю, последовательно мы сможем эту проблему преодолеть. Следующее. Я бы хотела выучить с вами и подсчет зданий. Например, один дом, одно здание, одно хозяйство. Как нам считать? Итак, одно здание. Икен. 2. Никен. 3. Санген. 4. Йонкен. 5. Гокен. 6. Рокен. 7. Нанакен. 8. Хакен. 9 зданий. Кюкен.
10 зданий, Джу-кен или Джи-ген. Вопросительным словом является нанген. Например, на этой улице есть один магазинчик. Кономичи нива, мисега и кен ремас. То есть один магазинчик, мисега и кен ремас. Или, например, мы можем сказать, в окрестностях нет ни одного дома. Кинджо нива, эга и кен мо аримасен. Помним, отрицательные формы глагола плюс мо образуют ни одного. Да? Кинджо нива, эга и кен мо аримасен. Ни одного здания. Или мы можем услышать такую фразу, как еще в одно место зайдем, мо икен икимашо, или еще в одно место зайдем, давай, мо икен икимашо. Я хочу обратить внимание, с какими конкретными зданиями вы можете использовать. Во-первых, этот суффикс вы можете использовать, когда считаете частный дом, да, отдельно стоящий, крыша, фундамент, дом отдельный. Или, допустим, когда считаете коттедж, таунхаус или заведения сферы услуг, такие как аптеки, кафе, рестораны, парикмахерские. Или, допустим, небольшие мастерские или заводы. Иногда в разговорной речи используют и также этот счетный суффикс для подсчета храм и святилищ. Но на самом деле у них есть еще, у храмов и святилищ есть свой отдельный счетный суффикс. Ну, как бы ошибкой не будет, если вы будете говорить нанген, используя для подсчета храмов. И этот счетный суффикс мы не используем, когда считаем квартиры. Квартиры мы считаем, используя ко, суффикс или щицу. Что ж, на сегодня все. Надеюсь, урок вам был полезен. Всем хорошего дня.